И это не шутки, друзья. Ведь, как выясняется, Израиль или мировой сионизм в лице Израиля вынес приговор Украине и выписал ей лекарство от ненависти, антисемитизма, тотальную утилизацию. Такое впечатление, что нас опять готовят к войне. На этот раз с Западом. И кто? Наш президент, вечно борющийся с нацистами. 9 мая, поздравив россиян с Днем Победы на параде, Владимир Путин сделал послание миру, обозначив историческую миссию России. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма. Будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне. Вроде с первым тезисом я согласна, хотя русофобия, на мой взгляд, придуманное явление. Об этом мы с вами еще как-нибудь поговорим в одном из наших роликов. Но вот то, что, оказывается, Россия была и будет несокрушимой преградой для антисемитизма, это я осознала впервые. И это, пожалуй, главное, что хотел сказать президент. С нацистами-то мы вот уже 3 года как боремся на Украине, но вот вопрос с какими, которые, как нам говорят, ущемляли русских или которые все-таки ущемляли евреев? Еще в 1917 году Министерство по делам диаспоры Украины опубликовало доклад, в котором Украина по итогам 1917 года была названа лидером на постсоветском пространстве по числу нападений как физических, так и словесных на евреев, их собственность, святыни и общественные институты. Но этот доклад прошел незамеченный никем. Так давайте разберемся, чьи все-таки интересы защищает Владимир Путин и Россия, русских или евреев, и почему за интересы евреев должны все-таки умирать русские, и ждать ли, наконец, нам вооруженного столкновения между государствами-членами Евросоюза и Российской Федерации. Да-да, вопрос стоит именно так. На днях депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер выразил обеспокоенность тем, что вероятность такого вооруженного столкновения более не представляется невозможной из-за нерационального курса, проводимого Брюсселем, и нагнетания агрессивной обстановки в Европе. Видимо, от этих же агрессивных идей 4 мая 2025 года в документальном фильме «Россия, Кремль, Путин. 25 лет» на телеканале «Россия» президент России Владимир Путин на немецком языке предостерег граждан ФРГ от восхваления нацистов. Риторика Владимира Путина в сторону Европы и Германии стала такой агрессивной сразу же, как в газете МК «Израиль» 1 апреля 2025 года, совсем свежая, в статье «Круг истории. Антисемитизм в Германии зашкаливает, а армия двигается на восток», была озвучена новость и обозначена паника еврейских общин, граничащих с паранойей. МК «Израиль»
писал, что в апреле 2025 года произошло событие, которое еще несколько десятилетий назад, я вам напоминаю, казалось немыслимым. Германские войска официально вернулись к границам бывшего Третьего рейха, что напомнило еврейским общинам о решении еврейского вопроса. До этого о нацизме и фашизме Германию уже предупреждали Медведев и Лавров, как только израильские и российские газеты начали писать о беспокойстве еврейских общин. Московский комсомолец Израиль, МК «Израиль» писал: «В мире антисемитизм снова поднимает голову», и Дмитрий Медведев тут же отпарировал: «В мире нацизм снова поднимает голову». Просто одними и теми же словами. Получается, Медведев, Лавров и Путин – те самые три головы еврейского дракона и рупор сионистских интересов России. Давайте в этом разберемся, так ли это или мне это только показалось. Газета «Ру» 23 апреля 2025 года подтвердила своим заголовком: израильские ученые заявили о рекордном всплеске антисемитизма по всему миру. Автор статьи Артем Новиков написал, что глобальный всплеск антисемитизма после 7 октября 2023 года стал одним из самых масштабных за последние десятилетия. Не всплеск русофобии, заметьте, а всплеск антисемитизма. Доклад о текущем состоянии еврейских настроений во всем мире опубликован на официальном сайте Тель-Авивского университета. Пик, как пишет Артем Новиков в своей статье, пришелся на последние месяцы 2023 года, я вам напоминаю, когда только в Германии еженедельно фиксировалось до 29 нападений евреев, а во Франции за октябрь было зарегистрировано 2023 года 536 инцидента, больше, чем за весь 2022 год, насколько я помню. И об этом свидетельствуют графики, сделанные Тель-Авивским университетом. Во Франции за последние годы на 186% вырос антисемитизм. Евразия Дели еще 6 ноября 2023 года подтверждала, что Германию накрыла беспрецедентная за последние десятилетия волна антисемитизма, и наше информационное агентство «Красная весна» 2024 года в своей статье «Более 500 преступлений на почве антисемитизма совершено в Германии» сообщает, что в третьем квартале 2024 года, это уже прям буквально недавно, было совершено 502 уголовных преступления, которым полиция присвоила характеристику антисемитских. А до этого уполномоченный представительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн предостерег: в дискуссии о враждебном отношении к евреям нужно сосредотачиваться в первую очередь на мигрантах. По его мнению, больше внимания следует уделять группам населения арабского и турецкого происхождения, которые уже давно живут в Германии. То есть Феликс Кляйн учит переводить стрелки на тему преступлений мигрантов, которые сионисты в каждой стране и затеяли. То есть мигранты – это громоотвод от еврейской темы во всех странах. Схема одна и та же. А вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Фабик нынешний масштаб антисемитизма в Германии назвал ужасающим. Не масштаб русофобии Германии, а антисемитизма, заметьте. Спрашивается, зачем нам лезть в отношении Германии, если там нет никакого масштаба
русофобии, а только масштаб антисемитизма. Но вот Владимир Владимирович начал почему-то Германии предупреждать о том, что в Германии всплеск нацизма. Казалось бы, как нас касаются внутренние проблемы чужой страны, России, с учетом того, что мы уже сейчас завязли на Украине. Нас это вообще никак не должно касаться, внутренняя политика чужой страны. Но почему-то Владимир Владимирович так горячо отреагировал на эту тему, которую обозначил МК «Израиль». Interest of the United States, over which for a century we have fought wars, the First, Second Cold War, has been the relationship between Germany and Russia, because united they are the only force that could threaten us, and to make sure that that doesn't happen. 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 Еврейские общины бьют тревогу. Правовая система многих стран демонстрирует поразительную неэффективность в борьбе с антисемитизмом. Лишь 10% зарегистрированных инцидентов заканчиваются привлечением к уголовной ответственности. Трансформировалась и сама антисемитская риторика. Традиционные формы ненависти смешались с радикальной антиизраильской пропагандой, создавая опасный коктейль. Еврейские исследователи отмечают, что хотя за последние 10 лет наметилось улучшение ситуации по восприятию еврейских ценностей, мир еще далек от победы над одной из древнейших форм ненависти. Для изменения требуется системная работа на всех уровнях, от образования до правоохранительной практики. Вот теперь вам понятно, что происходит в России на уровне образования и правоохранительной практики. Массу низших существ и низших народов, как говорится в Торе, это русских, немцев, французов, готовит к правильному восприятию единственной сверхнации. Поэтому у нас и уроки Холокоста, и такие уроки русской истории от сиониста Мединского, и программы толерантности в школах, и такие договоры Федерации еврейских общин России с Росгвардией. Невидимая работа прививка толерантности от антисемитизма на всех уровнях, от образования до правоохранительной практики, ведется в России и стала уже навязчивой. То есть то, что мы наблюдаем, это не случайные процессы. Это процессы, которые выявили еврейские исследователи, отметили и, более того, которые системно внедряются по всему миру, и в том числе в Российской Федерации. Она не исключение. У нее нет, получается, независимой политики. Она идет все в том же русле. Также нам навязчиво втолковывают еще одну ложную идеологему, что Россия – это Азия. Но Россия не Азия, Россия – Европа. Это ее часть. И наши самые верные друзья и братья не только армия и флот, как говорил Суворов, и нам постоянно это опять-таки навязывают и втолковывают. Наши друзья – это Германия, Франция и Италия. Только этот братский союз имеет все шансы быть непобедимым. Это наши братья по крови, с которыми у нас был единый Бог и один корень. Об этом я буду рассказывать в наших роликах. Так было всегда, кроме последнего кровавого для России столетия после Великой, не Октябрьской, а еврейской революции 1917 года. Война с Наполеоном – это отдельная история, мы ее не трогаем пока, это тоже, там много что интересного, не будем пока ее трогать. Так вот, так было всегда в истории, в реальной, неискаженной
Истории, которые нам приказали забыть, поскольку если хочешь победить врага, воспитай его детей. Воспитай его детей такими, какие нужны тебе. Эту старую китайскую мудрость хорошо применили в Советском Союзе, воспитав людей новой формацией. Детей врага воспитали прекрасно, дав им прекрасное, новое, толерантное советское образование, новые установки и идеологемы. С письма Николая Бухарина в газету «Ля Ревью Универсель» 1 марта 1928 года. Здесь, в России, в нашей стране, где мы абсолютные хозяева, мы не боимся вообще ничего. Страна, измотанная войнами, эпидемиями, смертью и голодом, больше не способна ни к малейшему протесту, ни к малейшему возмущению, постоянно находясь под неусыпным вниманием ОГПУ и нашей армии. Часто мы сами удивляемся этому терпению народа. Можете быть уверены, что во всем СССР нет ни одной семьи, где тем или иным способом мы не убили бы отца, мать, брата, дочь и изнасиловали тоже, сына или других близких родственников или друзей. И отлично. С огромными провалами в русской истории, исключив из нее целые века и роли исторических личностей. Вот такие провалы в русской истории я сегодня пытаюсь восстановить. И один из таких белых пятен, которые от нас скрыли, я предлагаю посмотреть в новом ролике, который выйдет в июне на платформе Boosty, называется «Тайна распятия Голгофы». Приводим в чувство нашу память, друзья, потому что без памяти мы никуда не приедем, никуда не придем. Это тупик, просто тупик. Это единственный шанс еще как-то спастись. В противном случае нас ожидает забвение, такое же, как и было с Грецией, такое же, как было с эллинским периодом, с Римом, ну и с другими, с Пруссией и другими цивилизациями, о которых мы с вами уже забыли. Опыт, который был внедрен в Советском Союзе, оказался настолько успешным, что он применяется и до сих пор. И судя по комментариям, которые я читаю периодически, советские установки работают не меньше, чем христианские. В то время как в Европе началась антисемитская агония, ранее еврейские ученые, ломающие свои головы над тем, как победить одну из древнейших форм ненависти, антисемитизм, признали провал эксперимента по борьбе с ненавистью в интернете. Возможно, поэтому, кстати, и была запущена вся история с закрытием Ютуба. Она как раз пришлась на пик всплеска антисемитизма в Европе. Видимо, это не сработало, поскольку недавно даже была проведена конференция в Израиле по поводу того, как справиться с зашкаливающим антисемитизмом, который сегодня распространяется по миру. В ноябре 2023 года «Новые известия» приводили шокирующие цифры. Всего за 1 месяц новой войны между Израилем и Хамас уровень антисемитизма в мире вырос на 1180%, друзья. 1180%. Тогда же на несколько сотен процентов участились случаи насилия против евреев, угроз, преследований, а также осквернений еврейских объектов. Эксперты Европейского агентства по основным правам человека ФРА решили выяснить, как воспринимают ситуацию сами евреи. По результатам опроса, проведенного в 13 странах Евросоюза, оказалось, что подавляющее большинство, 84% евреев, живущих в
в Европе называют антисемитизм либо очень большой, либо довольно большой проблемой своей страны. Причем почти все они считают, что она только усугубилась за последние 10 лет. 96% европейских евреев заявили, что в течение года они лично сталкивались с проявлениями антисемитизма. Поэтому 76% время от времени вынуждены для собственной безопасности скрывать еврейскую идентичность. А вот интересно, почему бы экспертам Европейского агентства по основным правам человека не выяснить, как себя чувствуют неевреи, которым устраивают сладкую жизнь евреи в каждой стране, подминая все сферы жизни под себя, подминая все ключевые должности, навязывая свои стандарты жизни и завозя мигрантов, а по сути продолжая политику смешивания и скрещивания народов. И почему, задаюсь я вопросом и задаю вам его, Владимира Путина, интересуют не вопросы миграции в России и катастрофическое вымирание русского населения, а нацизм и антисемитизм в Европе, которых русских никаким образом не касается. Директор Европейского агентства по основным правам человека ФРА Сипра Раутио прокомментировала результаты зашкаливающего антисемитизма. В Европе наблюдается волна антисемитизма, сказала она, отчасти вызванная конфликтом на Ближнем Востоке. Это серьезно ограничивает возможности еврейского народа жить в безопасности и с достоинством. В обществе, которое становится все более поляризованным, нам срочно необходимо распространять послание толерантности и обеспечить уважение основных прав и свобод всех, сказала она. Заметьте, это сказала Сипра Раутио. Им, евреям, срочно необходимо обеспечивать уважение основных прав и свобод всех народов, а не говорить о правах одних евреев, о Холокосте и так далее и тому подобное. Перекрутили гайки. Так пусть Владимир Путин процитирует слова Сипра Раутио. Срочно необходимо обеспечить уважение основных прав и свобод всех народов, свобод и прав русского человека, в том числе сегодня. Почему-то евреев так пугает Калаврат, а нас уже стали пугать звезды Давида. Их стало так много, что они нас стали реально пугать, потому что звезд Давида становится все больше, чем русских людей. И чем больше звезд Давида везде и повсюду на русской земле, тем больше идет сокращение русского населения. Какая-то такая странная тенденция. Нам даже и не надо никаких замеров делать европейских и исследований. Это и так уже всем очевидно. Да и разве не знает президент Путин, что немцы устали от турок, французы от негров, русские от мигрантов разной национальности, на их права? Наплевать, я имею в виду русских, немцев, французов. Почему ущемляются права этих народов, наши права, в том числе русского человека, завозом этих мигрантов? А вот, кстати, евреи, лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, ЛГБТ, их права должны быть соблюдены. В 2013 году все та же ФРА во главе Сипра Раутио провела онлайн-опрос, чтобы выяснить, как лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры, проживающие в Европейском Союзе, ощущают на себе реализацию своих основных прав.
То есть вот мы тут говорим о том, что вот Европейский Союз, у них там лесбиянки и трансгендеры, но почему-то этим занимаются опросами лесбиянок, трансгендеров и ущемления прав еврейского населения занимается Европейское агентство по основным правам человека. Вот как-то так. А у нас таких агентств нет случайно, хотела вас спросить. После заявления Сипры Раутио в мае 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон, видимо, от зашкаливающего всплеска антисемитизма во Франции, который побил рекорды даже Германии в один год, заявил о необходимости ужесточения позиции Евросоюза по Израилю о прекращении гуманитарного кризиса в Газе. К нему, кстати, присоединился президент США Дональд Трамп с такой же бедой в Штатах. Германия, Соединенные Штаты Америки, Франция и Великобритания вообще лидеры по всплеску антисемитизма. Хотя Трамп этих антисемитов в Америке давит. И, видимо, никак не подавит. Не может он подавить всплески антисемитизма. И в кампусах давит этих антисемитов, и на улицах, и где только не давит их. Еще Австралия в этом году просто был зашквар по антисемитизму. Вот 27 мая 2025 года в Иерусалиме состоялась конференция, как я вам говорила, Международного альянса в память о Холокосте, на которой мировые лидеры выразили серьезную обеспокоенность резким ростом антисемитизма во всем мире. Особое внимание было уделено тому, что антисионизм все чаще используется как прикрытие для антисемитских настроений. Ну, а что здесь поделать, если у нас антисионизм уже просто настолько становится зримым, и мы это просто не можем не наблюдать и не замечать. Главный раввин Великобритании Ефраим Мирвис, наместник в Англии, так сказать, где тоже зашкаливающий рост антисемитизма, в своем выступлении подчеркнул: антисионизм – это новый антисемитизм. Мирвис призвал мировое сообщество признать эту опасную тенденцию и противостоять ей. Вот, наверное, Владимир Владимирович так и старается вместе с Лавровым и Медведевым. Участники обсудили рост проявлений ненависти в интернете, атаки на еврейские памятники, опасные тенденции исторического ревизионизма и случаи физического насилия, а также обсудили внедрение рабочей дефиниции антисемитизма, разработанной Альянсом в память о Холокосте, которая помогает отличать легитимную критику политики Израиля от антисемитских высказываний. Призвали совершенствовать систему мониторинга антисемитских инцидентов и расширить образовательные программы по истории геноцида. Вот у нас когда будут программы по истории геноцида русских, у меня вот интересно. Прям вот мне интересно. У нас уже геноцид настолько, что, я не знаю, что уже с закрытыми глазами видно. Министр иностранных дел Израиля отметил: мы имеем честь принимать мировых лидеров, готовых совместно бороться против антисемитизма. Это не только еврейский вопрос, это глобальная угроза для любого демократического общества. Антисемитская риторика все чаще маскируется под риторику Израиля. Участники подчеркнули, что необходимо проводить четкую грань между политическими взглядами и проявлениями ненависти к евреям. А 31 мая РИА Новости написала о том, что президент Израиля Ицхак
Герцог призвал власти Франции принять незамедлительные действия против вандалов, которые повредили несколько еврейских объектов, включая синагоги в Париже. Французские вандалы облили зеленой краской мемориал жертвам Холокоста, 3 синагоги, Бельвиль-Турнель и Агудас-Хакихилос, и кошерный ресторан у Марианны в историческом квартале Парижа. Я был потрясен атакой на еврейские учреждения в Париже в шаббат, в субботу, включая синагогу в Маре, которую построил мой прадед раввин Джаэл Херцог. Я призываю французские власти действовать быстро и решительно, чтобы привлечь виновных к ответственности и защитить еврейскую общину от ненависти и нападений любого рода. Вот видите, раввины призывают защитить лидеров государств от вандализма, а лидеры государств, президенты в свою очередь, говорят о том, что нужно какие-то Израилю предпринимать меры и менять политический курс. В данном случае хотя бы разрешить гуманитарную помощь Газе, которой сейчас грозит реальный голод. Но лидеры Израиля не готовы менять свою политику. И вот этот пинтбол, бросание мячика, раввины говорят, защитите нас, но менять политику мы не собираемся, а лидеры европейских стран говорят, меняйте свою политику, в противном случае мы не сможем избавиться от зашкаливающего антисемитизма. Я вижу так эту всю историю. Она наблюдается именно так по сообщениям, которые, естественно, нам никто не комментирует. Газета «Новые известия» 11 июля 2024 года в своей статье почти год назад «Антисемитизм в Европе бьет рекорды, а в России принимают меры», автор Игорь Злобин, рассказали, что российские власти и в России борются активно с антисемитизмом. Еще не так давно, 5 лет тому назад, социологи провели большое исследование о состоянии антисемитизма в нашей стране, и результаты были относительно оптимистичными. Только 54,4% российских евреев считали тогда антисемитизм серьезной или очень серьезной проблемой. Причем 5 лет назад в европейских странах о антисемитизме говорили 76% опрошенных. В России всего 17%. В России существует так называемый пассивный антисемитизм, который заключается в рассказывании еврейских анекдотов, шуточно-иронических обыгрываний еврейских имен или предъявлении друг другу претензий в выражениях «ты ведешь себя как еврей», говорили авторы исследования. Все это может перерасти в открытое проявление антисемитизма. Специалисты связывали более спокойную ситуацию в России с нулевой толерантностью властей и силовиков к проявлениям антисемитизма, что позволяло сразу же пресекать антисемитские проявления. РБК 16 января 2025 года написала, что в 2024 году уровень антисемитских настроений в России резко вырос с 26% в 2023 году до 62% в 2025 году. Выявило исследование, базирующееся в Соединенных Штатах Америки, понятно, антидефамационной лиги АДЛ. По этому показателю Россия спустилась на 84 место из 103 место в международном рейтинге ADL Global 100. Вот так вот. То есть исследования делают в Соединенных Штатах Америки, российские исследования. Так вот, антидефамационная лига АДЛ – одна из старейших еврейских общественных организаций по противодействию антисемитизму. При составлении ADL 100 Global были опрошены 58 тысяч жителей
из 103 стран и территорий. В ходе исследования респондентов просили выразить отношение к 11 распространенным стереотипам в отношении евреев. Очень интересно, среди которых были такие стереотипы, как у евреев слишком много контроля над мировыми событиями, евреи лояльны только Израилю, евреев волнует только то, что происходит с ними. К придерживающимся антисемитским взглядам причисляют тех, кто согласен с 6 из 11 стереотипов. Ну вот вы знаете, вот это стереотип или это эти стереотипы соответствуют действительности? Вот интересно так, да? Но ведь действительно большинство евреев, я уже не говорю о таких евреях, как Эдуард Ходос, безусловно, это вообще не подлежит обсуждению, но мы сейчас говорим в большинстве своем евреи, которые так очарованы Израилем. Вот я сколько не встречаю, они мне говорят о том, что я поеду на родину, в Израиль, и об Израиле с такими придыханиями и все такое прочее. То есть у них нет, значит, родина-то России, если у них такое... Вот вы же не будете с придыханием говорить: ой, я поеду на родину, в Израиль, потому что ваша родина Россия, и нет никакой другой родины у вас иной. Ну вот, как-то так. Так же, как у Эдуарда Ходоса, у него нет другой родины. Он же не бежит в Израиль, сломя пятки, не бежит же туда. Согласно исследованию, антисемитских взглядов в России придерживается примерно одинаковое число мужчин и женщин. Для молодежи такие взгляды менее характерны, чем для россиян старше 50 лет. В возрастной группе от 18 до 34 лет антисемитские взгляды выявлены были у 48% опрошенных. В группе 35-49 лет у 62%, в группе старше 50 лет 71% опрошенных. Методика составления этого рейтинга такова, что при оценке уровня антисемитизма используются недостаточно корректные инструменты, сказал РБК президент Международного фонда горских евреев СТМЕГИ Герман Захарьяров, известный меценат многих еврейских проектов. По его словам, учитываются и теракты против евреев, и настроения в еврейской общине. Однако Герман Захарьяев убежден, что теракты в Дербенте и Махачкале летом 1924 года не могут считаться антисемитскими, так как нападение было и на православный храм, повлияли и беспорядки в Махачкалинском аэропорту в конце осени 1923 года. Но поводом для них стали события на Ближнем Востоке, очевидно усилившиеся антиизраильские, а затем и антисемитские настроения в республиках Кавказа, сказал Захарьяев. Ну, вы помните, что 29 октября в республике сотни жителей в аэропорту Махачкалы устроили массовую акцию протеста из-за прилета самолета из Тель-Авива. Активисты с плакатами «Где-то убийцам нет места в Дагестане, мы против еврейских беженцев» учинили погром. Сумма ущерба, нанесенная в аэропорту, составила не менее 285 миллионов рублей, а на другой день Владимир Путин моментально отреагировал на это событие в ходе заседания Совета Безопасности, заявив о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий, и добавил, что беспорядки инспирированы через соцсети из Украины, через западные спецслужбы. Захарьяев резюмировал: каких-либо заметных свидетельств роста антисемитских настроений мы не фиксируем и на себе их никак не чувствуем, и убеждены, антисемитские стереотипы и мифы об опасности, исходящие от евреев, у российского народа не востребованы, сказал он. Всего в мире, согласно рейтингу ADL Global 100, 2,2 миллиарда человек, это 46% взрослого населения, придерживаются антисемитских
настроений, ну, практически половину. Это почти в 2 раза больше, чем в 2014 году, когда АДЛ начала проводить это исследование. Российские евреи все чаще стали вообще задуматься об эмиграции. Новые известия не так давно сообщили, что с начала 2024 года гражданство Израиля получили около 8 тысяч граждан России, сумевших доказать свое еврейское происхождение. Причем многие из них уехали из боязни, что Россия вновь опустит железный занавес. Вот так вот, друзья. Вот видите, мы же не боимся, опустит она железный занавес, не опустит. Будет нам комфортно в этой стране, не будет комфортно, потому что мы же не покидаем свою родину, она же наша родина. А здесь вот есть варианты. Хочешь, живи здесь, где родился, а хочешь, езжай на вторую родину, в Израиль, так сказать. Ну, в 2022-2023 годах гражданами Израиля стали около 73 тысяч россиян, хотя некоторые из них, получив новый паспорт, все же возвращаются жить в Россию, считая, что на родине им безопаснее, да и жить дешевле. Недавно в одной из публикаций «Новых известий» появилась неожиданная версия того, почему антисемитизм настолько живуч. Нейробиологи еврейские, я так понимаю, выдвинули гипотезу, что это чувство может оказаться врожденным дефектом, как и некоторые другие человеческие знания и суждения. Впрочем, однозначного подтверждения своей гипотезы у ученых по-прежнему нет. Это говорит о том, что нам срочно нужно иметь русских нейробиологов, иначе еврейские нейробиологи от этого врожденного дефекта антисемитизма будут лечить все нееврейское население. И это не шутки, друзья. Ведь, как выясняется, Израиль или мировой сионизм в лице Израиля вынес приговор Украине и выписал ей лекарство от ненависти, антисемитизма, тотальную утилизацию. 23 января 2018 года РИА Новости, автор статьи Филипп Прокудин «Как Украина стала лидером по антисемитизму», рассказала, что Израильское министерство по делам диаспоры назвала Украину лидером по антисемитизму на постсоветском пространстве. Министерство по делам диаспоры опубликовало доклад, в котором Украина по итогам 2017 года была названа лидером по числу нападений, как физических, так и словесных, на евреев, их собственность, святыни и общественные институты. Еврейское происхождение может послужить предметом нападок, утверждалось в документе. Причем ситуация ухудшается. Еврейство этих людей, то есть высокопоставленных чиновников, воспринимается как один из факторов сложной социально-политической ситуации в стране, говорится в докладе. В ведомстве Министерства по делам диаспоры Украины подчеркнули, что уже 2-й год подряд на Украине фиксируется наибольшее в бывшем Советском Союзе, это был 17-й год, значит, фиксировали они весь 15-й и 16-й год, число заявлений инцидентов с акцентом на антисемитскую пропаганду в политическом дискурсе и вандализм против еврейских объектов. На Украине наблюдается удвоение числа антисемитских инцидентов на фоне тенденции к возрождению национализма в Восточной Европе, попыток реабилитировать и глорифицировать националистическое движение прошлого и их лидеров, ответственных за убийство и изгнание евреев, отмечается в документе. Эта информация от января 2018 года в РИА Новостях. В 2019 году был ковид, после 2019 года сразу же практически в 2022 году началась наша история
СВО. Я вот когда эти строки прочитала и нашла эту информацию, хочу вас спросить. Вот писатель Прилепин нам все рассказывает о том, что русских там обижают на Украине. Путин Владимир Владимирович о неонацистах на Украине все говорит, что неонацисты фактически начинают руководить Украиной и там русских убеждают. Так мы с какими неонацистами там боремся, если была такая информация в 2018 году? Которые там притесняют все-таки русских или с неонацистами из националистических движений, ответственных за убийство и изгнание евреев? С кем борется Владимир Путин и кого конкретно он имеет в виду? Хотя вот он ключ войны на Украине. За это Израиль и мировой сионизм и приговорили Украину к уничтожению. И это мое личное мнение. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч.